летом 1944 года в результате Львовско-Сандомирской операции Красная армия завершила освобождение Советской Украины. В обозе отступающих фашистских войск бежали на запад и главари украинских буржуазных националистов. Сподвижники Бандеры и Мельника надеялись получить из рук Гитлера самостийность, патент на грабительство и закабаление собственного народа. При поддержке иерархов униатской церкви предатели и отщепенцы создали вооруженное формирование для расправы над патриотами и насильственного насаждения бесчеловечного нового порядка. После краха гитлеровской Германии руководители Организации украинских националистов ОУН нашли себе новых хозяев. Их взяли на содержание американские и английские спецслужбы. Услуги ауновцев нужны были для того, чтобы посеять в западных областях Украины очаги напряженности, с помощью террора и диверсий сорвать планы мирного строительства. Московское время 23 часа 50 минут. Передаем последние известия. Горняки Донбасса записали на свой счет еще один трудовой успех. Возвращена к жизни разрушенная немцами одна из крупнейших в Советском Союзе шахта имени Сталина, которая до войны давала 3500 тонн антрацита в день. Закончилась в основном репатриация белорусов, насильно угнанных гитлеровцами в немецкое рабство. На родину вернулось из немецкой неволи свыше 300 тысяч человек. Большинство из них освобождено воинами Красной армии из гитлеровских концентрационных лагерей, где советские люди перенесли неисчислимые лишения и издевательства. Для хозяйственного устройства вернулось. Государство выделило в виде денежной помощи 3 миллиона 580 тысяч рублей. Что случилось? Ну скажи мне. Успокойся, перестань. Скажи мне. Успокойся. Скажи мне. Я опять приснилась. Тихо. Продолжается запрос бывшего фельдмаршала армии Браунинга. Микола,
Сашенько, прийшли. Микола. А? Що? Сушенцов, дай Евгений Иванович. Говорит Москва. Московское время 7. Знаю. Передаем Знаю, как же. последнее известие. Шахта Когда это случилось? Коминтерна первым в Криворожском железорудном бассейне Есть, товарищ генерал. завершила 8-месячный план добычи руды. Коллектив Звонил Осадчий. успешно борется за досрочное выполнение На рассвете в Яблоневке. программы первого Убили Мельничука и всю семью. на курортном Не пощадили даже детей. пущена первая турбина мощностью Мельничук. киловатт. А кто это? Она взяла промышленную нагрузку. Отличный парень. Председатель сельского совета. Прекрасная семья. Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Швед. Господи, когда все это кончится? Орден Трудового Красного Знамени патриарху Московскому Уже год как нет войны. Алексию. Как сообщило радио Сан-Франциско, в настоящее время Ты уходишь. в Соединенных Штатах Америки насчитывается более 3 миллионов, У нас сегодня с тобой выходной. в том числе 1 миллион... Ты обещал Паше, он тебя ждет. В Гронингене состоялся 9-й тур международного шахматного турнира. Михаил Ботвинник победил в Бронштейне, Позови его. набрав 8,5 очков, прочно удерживая 17-й. Сушенцов. Машину к дому. Буду генерала Осадчего. песни советских композиторов. Доброе утро, дядя Илья. Доброе утро, сын. Ты не против, что я тебя так называю? Как? Сын. Нет. Хорошо. Я рад. Но ты меня иногда будешь называть сын. Белова. Обязательно буду. Но теперь ты и мой сын, а? У тебя на войне погиб отец, мать, брат. А у меня мой маленький сын. Девичью разлуку поют голоса, подружки, девчонки. Ну ладно, значит так. Выходной у нас сегодня отменяется. Дружок у подружки, Враг не дает нам выходных. Ты не расстраивайся. Хорошо. Мы с тобой все наверстаем. Хорошо. В общем, обстановку на границе обычной не назовешь. Только за июнь более 100 боестолкновений с ауновцами. Около 80 убито, 196 взято в плен. Наши потери значительно меньше, но 16 убито и 38 раненых. Извините. Калюжный слушает. Я слушаю вас, говорите. Буду через час. Юрий Николаевич, а как помогают вам партийные и комсомольские организации пограничья? В крупных населенных пунктах созданы добровольные вооруженные отряды. Ну а главное, что они ведут большую воспитательную работу среди местного населения. Спасибо, Юрий Николаевич.
А что нам скажут наши чекисты? Замечу, что после разгрома основных сил ОУНовцев противник изменил тактику. Бандиты держатся мелкими группами, не более 8-12 человек. Засели на дальних хуторах, залезли в бункера. Наиболее активно банда руководителя краевого провода некого Рогозного. Кстати, у нас есть сведения. На него делают определенную ставку и разведки Запада. Я вам скажу прямо, товарищи. Та часть населения, которую бандиты держат под страхом, будет полностью с нами, если увидит нашу силу, нашу способность защищать людей. ЦК Компартии Украины решительно требует покончить с остатками бандитизма. Это, если хотите, важнейшая государственная задача. Я только что узнал, в лесу убит мой племянник-студент. Почерк тот же, ОУНовский. Президиум Верховного Совета Украинской Социалистической Республики, правительство УССР и Центральный комитет Коммунистической партии большевиков Украины предоставляет участникам украинско-немецких националистических банд последнюю возможность покаяться перед народом и честным трудом искупить свою вину. Это последний срок и последнее предупреждение. После указанного срока всем участникам банд будут применены строжайшие меры, как к изменникам Родины и врагам советского народа. Ты только из-за этого пришел? Я же предупреждал. Не появляться здесь. Прости, святой отец. На душе смутно. Боишься советов? Я никого не боюсь. Напрасно. Советы к таким, как ты, беспощадны. Но учти, сын мой, бояться – это не значит трусить. Бояться – значит быть осторожным и предусмотрительным. Этому надо учиться. У кого? И у большевиков можно кое-чему научиться. Тому, например, как завоевать народ на свою сторону, которому ты не доверяешь. И правильно делаешь. Но помни одну заповедь. С народом надо быть поаккуратнее. Прихожане жалуются. Зверствуют ауновцы. А как иначе? Тех, кто с коммунистами, не жалей. Кто стоит в стороне, выжидает. Не трогай. А иначе люди действительно пойдут за советами. Степан Бандера сказал, что наша власть должна быть страшной. Тайна, да, страшной, а явно гуманной. Сейте слухи. Приписывайте большевикам то, что сами творите. Пугайте их войной с англоамериканцами.
Не забывайте об атомной бомбе, которой у Советов нет. А пастыри всегда будут с вами, как и раньше. Настроение? Очень хорошее. Но раз Садыка говорит хорошо, значит, так оно и есть. Будьте, ребята, начеку. Наряд. Смирно! Налево! Ну что, Ворон, пошли. Ковалев, осмотреть КСП. Есть. Садыков, кустарник. Есть. Товарищ лейтенант, 208-й погранзнак. Банда в сторону леса. Проведите меня к офицерам. Оружие. Руки. Я Данилюк. Проведите меня к офицерам. Связать. Успеете. Отставить. Идемте со мной. Руки. Рядом. Сидеть. Заберите его. Что это значит? Мы шли с бандой. Долго объяснять. Заберите. С бандой, говоришь? Охранять? Есть. Товарищ лейтенант, значит так. Тут двое задержанных. Да, видим, под прикрытием банды. Думаю, оставлю Садыкова. Пусть ждет тревожную группу. Иду на преследование. Пускай собаку! Вперед! Стой! Прикордонники! Сдавайтесь!
Данилюк Николай Богданович. Ауновец по кличке Тур? Точно так. Сидите, пожалуйста. Мы не смогли найти ответа на один вопрос. Что вас, учителя сельской школы, привело в банду националистов? Во время войны нашу молодежь угоняли насильно в Германию. Я не хотел. Пришлось уходить от облав. В одном селе познакомился с Олесей. Поженились. Появилась дочь. Извините, может, вам не интересно? Продолжайте. В 44-м меня призвали в армию. С вечера военком отпустил домой. Утром меня ждали на сборном пункте. Но ночью пришел Рогозный со своими. Схватили. У нас на глазах изрубили семью красноармейца топорами. Олесь упал без чувств, но я стою с дочкой на руках, но не знаю, что делать. Рогозный подошел, поднял мне дулом автомата подбородок и сказал... Что сказал? Сказал, запомни, Данилюк, с этого часа ты служишь нашему святому делу. Будем вместе хлебать горе за самостийную Украину. Ну, а продашь, тебя ждет такая же участь. Тебя и твою семью. Ну, вот так я. И чем же вы занимались? Как отрабатывали? Писал листовки, воззвания. А как оказались на Западе? По воле того же Клима Рогозного, с верхнего краевого провода. В местечке Камфберен, недалеко от Мюнхена, нас учили в шпионской диверсионной школе. Дальше. А потом привезли на Висбаденский аэродром, усадили в самолет без опознавательных знаков и ночью сбросили на территорию Польши. С нами был американский разведчик, Мертон. Он еще в Мюнхене мне предложил работать на американскую разведку. Ну, и я согласился. Цель его появления? Прибрать к рукам националистов, недовольных советской властью и новыми порядками у Польши. Ну и заставить их работать на себя, то есть на американцев. Почему вы появились только с Вороном? Выяснить обстановку. Ну, а потом Мертона и Жара перебросить через границу сюда. Мертон ищет встречи с руководством подполья. Вам Рогозный доверяет? Кажется, да. Он мне даже доверил свою личную тайну. Какую? То, что у него находятся архивы немецкой агентуры. А где он их хранит? Я думаю, что этого никто не знает. Мертон информирован о списках? Да, по совету Рогозного я проговорился. Как он реагировал? Сделал удивленный вид и больше ничего. Это для него приманка, будь здоров. С женой встречались? Да нет, мне не разрешали. Перед уходом на Запад я соскочил на день. Потом думал прийти с повинной. Что же помешало? Слишком далеко все зашло. И потом за мной следил ГУК, СБ, служба безпеки. Кто хотел порвать с подпольем, тот погибал в мудавках и сбистов. Вот вы сдались, так сказать, физически. А что у вас внутри? Говоря по-старомодному, как с вашим духом? Возьмите под защиту семью. Я готов заявить где угодно, что украинское правительство в миграции ложь. Верховный провод ложь. Все ложь.
Они же готовы перегрызть глотки друг другу. Собирают крохи со стола американской разведки, английской. Ну, а хочешь сытно жить? Делай, что прикажут. А вы могли бы вернуться снова в подполье? Нет. Ну, а помочь нам, Николай Богданович? Когда вас ждет Рогозный? В начале сентября. Первые 10 дней. Черти носят. Давно пора. Не нарвались бы на засаду. И вообще, я бы новичка не посылал. В учреждениях большевиков от него было больше пользы. Он должен пролить вражью кровь. Тогда он наш до гробовой доски. Доверчив ты стал. А кое-кто улизнул и теперь воюет против нас. Значит, ты не всех ненадежных ликвидировал. А кто их брал под защиту? Слушай, Кук, я не люблю, когда мелят вздор. Поймешь ты, наконец, что условия борьбы изменились. Людей отпугивает наша откровенно фашистская идеология. Рассуждаешь как студентик. А я и есть студентик. Или служба беспеки забыла, что Клим Рогозный был студентом геологического факультета Львовского университета? Ну почему же? Помню. Понеслась душа в рай. Слава тебе, Господи.
Я бывал в ваших краях, освобождал Варшаву. А я начинал с Рязани, в дивизии Тадеуша Костюшко. Сражался вместе с вами под Ленину, в Берлин заходил. О, Юрий Николаевич. Здравия желаю. Здравия желаю. Знакомьтесь. Полковник Раевский. Генерал Осадчий. Сушенцов. Есть. Пожалуйста, прошу. Ну как, добрались? Хорошо. Можно сказать, отлично. В селе Варенш появилась банда Мирона. Она взорвала 5 домов, убила 17 переселенцев и спалила мост. Сокол, Крестонополь. А потом ушла к вам. Эту банду мы встретили. Ее разгромила застава офицера Захарина. Оставшихся в живых бандитов мы передадим вам позже. Dobrze, я информуем об этом польские власти. Есть предположение, что в Гжешовском уезде собрались представители националистичного подполья, где принимает участие представитель западных спецслужб. Кто сказать можете? Выясняем. Вам ничего не говорит фамилия Мертон? Фамилия Мертон? Нет, nic не mówię. Обратите внимание, на вашей и на нашей территории есть много мест, на которых банды чувствуют себя, прямо скажем, вольготно, не так ли? Так, с тем trzeba согласиться. Раз так, есть необходимость более тесного сотрудничества с вами. Zgoda. Согласие Варшавы на tę акции mamy. Вот и отлично. По нашим данным, на территории Польши, где-то в этом районе находится эмиссар американской разведки Мертон. Мы склонны думать, что именно он принимал участие в совещании главарей националистов. Раз есть согласие Варшавы, приступим к разработке операции по выводу Мертона на советскую территорию. Ну что ж, Николай Богданович, надеюсь, мы с вами говорили откровенно. Говорили по-людски. Вы твердо решили нам помочь? Решил. Да. Но я боюсь за семью. Николай Богданович, повторяю, ваша семья в безопасности. То так. Они одни у меня. Совсем одни. Конечно, конечно. Будем откровенны. Дело опасное. Будьте осторожны. Предельно осторожны. Ясно. Товарищ генерал. Ну что же ты, капитан Ольховик, не мог позвонить из Киева? Это не в пограничном характере. Извините, товарищ генерал. Я думал, мало ли у вас в отряде было сержантов. Да нет, Андрей, я вас всех помню. Всех до одного. Особенно в тот день под Витебском. Страшный был день. Многих тогда не досчитались. И тебя тоже. Давай. Рассказывай. Рассказывай, куда тебя гоняли. Военные пути дороги. Дотянул до линии фронта, перешел. Закончил ускоренные курсы и в немецкий тыл
Партизанил здесь, на Украине, в Польше. Все больше по части разведки. Войну закончил на Эльбе. Потом опять курсы в Киеве. А затем наш родной Брестский отряд. Ну, как он там? Все строится заново. Да, заново. Товарищ генерал, ваша семья. Никаких следов. Не успел войти в обстановку, тут как снег на голову. Телеграмма о переводе. Причину выяснил? Не совсем. Сказали, здесь нужен человек со знанием украинского и польского. Ну, не только. Позарез нужен хороший разведчик. Вы скажете. Кстати, помнишь начальника заставы лейтенанта Сушенцова? Как же. До школы сержантов я служил у него. Вот, он здесь. Начальник отряда. Вот это новость. Да. Ну, а мне во время войны тоже досталась работенка. Разведывательно-диверсионные отряды в немецком тылу. Квартиру тебе выделили в центре города. Располагайся. А может быть, в отряд Ильи Петровича? У начальства другое мнение. И с ним не спорят. Да, товарищ капитан, не спорят. Так что снимай офицерские доспехи. Поменьше появляйся в городе. Я знаю, ты человек не семейный. Не успел, товарищ генерал. Но есть невеста. Как? Кристина. Кстати, она из этих мест. Сейчас учится в Киеве, в педучилище. Вот как? Да. А когда же свадьба? В следующем году. Ну, не забудь пригласить. Обязательно, товарищ генерал. О нем грустишь, да? А Каханом? Угадали, дед. О, по тебе вижу. Неужто обманул? Или покинул? Да нет. Когда замуж звал, отказалась, а теперь... Что теперь? А теперь без него не могу. дура, чего же отказалась? Да мне еще год учиться. А на кого ж ты учишься? А? На учительницу. А что он за человек такой? Хороший. Военный. Офицер. Офицер? Ага. Да. Пограничник. Ты это... Никому не говори здесь, что он пограничник, а то... Почему? Сама поймешь. Но! Хорошо, не скажу. А ну, стой! Иди сюда. Я? Ты! Я. День добрый, пан. День добрый. Куда, чаровница? А вам что? Скажи, дочка, откуда едешь? Чья ты? Вот. Хутор Большая Березень. Тарасюк. Тарасюк? Да.
А Марыля твоя сестра. Марыля? Моя сестра. А что? Погоняй, старый хрен. Пошла! Ну! Кто там? Кто? Открывай, открывай. Якого дідька по ночах лазити? Спать не дає. На том свете отоспишься, старый хрен. Трясти тебе трясла. Ні день, ні ніч. Ходять, пропасниці на вас нема. Да что вы, батя? Господи. Климушка, проходи. Клим. Марыля. Ждала. Доложили, сестра приехала. Приехала? Ну, зови, хочу познакомиться. Ну, куда так спешишь? Подожди до утра. Разводи, а то сам. Сейчас позову. Ну, что она? Не догадывается. Ага. Ну, пусть. Припаяем к нашему делу, никуда не денется. Бог ее ведает. Я не бог, а я ведаю. Клим, мне страшно. Что с нами всеми будет? Совсем не соображает баба. Сколько раз толковать можно? Не обижайся. Сбрело что-то в голову. Ну, давай зови сестру. Сейчас. Сейчас, Климушка. Сейчас. Не спишь? Слышала? Кто это? Успокойся, что так разволновалась? Разволнуешься тут. Что ему надо от меня? Он скажет. Иди. Он ждет. Ну иди. Да иди же. Здравствуй, красавица. Здравствуйте. Наслышан, наслышан. Знаешь, кто я? Догадываюсь. Кто же? Из этих. Из бандитов. Нехорошо. Борца за великие идеи украинского народа бандитом называешь.
Нехорошо. Сядь. Выпьешь со мной. Спасибо, не пью. А ну, стой! И запомни, что послушалась отца, приехала, поступила разумно. У нас руки длинные, достали бы и в Киеве. А то мой батька твой знает. Верно, Апанас Иванович? И еще. Хватит большевикам поганить твою голову. Поэтому никакой больше учебы, забудь. Если хочешь жить. Говорю тебе, стой! Одумайся! Отца погубить хочешь? Меня погубить? Дура ты, дура! Что ж ты делаешь? Жить не хочешь? Пусти! Все равно уйду. Не удержишь меня! Бандитская ты подстилка! Стой! Кристина! Стой! За что ты? За что ты? За что ты меня так? Я ведь люблю. А Клим обещал жениться на мне. Будет и у меня счастье. И у тебя будет, Кристиночка. Только ты не протився, делай, что тебе говорят. Клим сказал, придет брат Евген, и поженим его на Кристине, а? Кристиночка, ну подумай о батьке. Сама в грязи меня тащишь. Христя. Не хочу. Не буду. Уйду. Уйдешь, доложишь, чтобы большевики и меня, и отца расстреляли. Ты этого хочешь? Этого хочешь? Говори, стерва! Говори! Этого хочешь! Этого Ладно. Иди. Далеко не уйдешь. Клим свое слово держит. День добрый. Dzień dobry. Ну, как дела? Wszystko w porządku. Это хорошо. Прошу сядать, пан Жегаш. Спасибо, Владимир Андреевич. Спасибо. В случае прорыва нарушителей на вашем участке, вот здесь, я перекрою границу
от 205 до 210 погранзнака. Так есть. Ну, а резерв заставы будет действовать в зависимости от обстоятельств. Я вам смогу замкнуть ту. Угу. Хорошо. Хорошо. На этой неделе сигнал «Я свой» будет красная ракета. Добре, згода. А что касается наших людей, для которых мы откроем окно в границе, то их проход намечен вот здесь. Угу. Ту. Да. Ну, а место и время мы уточним по обстановке. Угу. Ну, как поживает пани Тереза? Как дети? Добре, wszystko w porządku. А як Нина? Спасибо. Хорошо. Ну, cześć. До widzenia. Счастливо. На себя. Опускай. Товарищ старшина, можно спросить? Спрашивай, Садык. Вы все время с нами. Работа, отбой, подъем. А где ваша семья? Все было, Абдусалом. Невесты, родители. На Полтавщине фашист уничтожил под корень. Война. А правда, что весь войну прошли? Правда, Садык. Вместе товарищ майор? Вместе с товарищем майором. И до Берлина вместе добрались. И Карлхорст охраняли, когда акт о капитуляции подписывали. Все вместе. Товарищ старшина, правда, что вам сам Верховный благодарность прислал? Правда, правда, Абдусалом. И вас теперь в округе орден ждет? Ждет, Абдусалом. Слушай, много орден имел товарищ старшина. А почему не офицер? Все, что я заслужил, Абдусалом, я получил. А должности отпускают не за награды. Вот я старшина. Нужный человек в армии? Нужный. Сколько мне наград не давай. Был я старшиной, и старшиной останусь. Понятно? Паришу и сетамга то бакаре сузи маро яр ме мандаям би бало бепар сузи маро. Ты чё? Ничего? Просто так. Ладно, тебе я скажу, Юра. Знаешь, когда я уезжал на границу, моя Гульнара сказала: я тебя буду ждать. Вернешься, сама к тебе приду. Понимаешь? Сама. Ну чё, нормальное явление природы. Джафа и Хамад هجرانی خوبان نازنین کرده ما را قلندر تا Чаро хамуш шуды? Товарищ старшина, шмо забойный точек раз хочу это грифте? У нас государство интернациональное, Абдусалом. Товарищ старшина. Ефимов, сейчас. Чтоб вечером все здесь убрали. Разрешите обратиться? Говори. Я знаю, на почту едете. У меня просьба. Я сам прям полетел бы на почту. Давно письма жду. Там будет видно, Ковалев. Продолжайте. Парвонаку, Юра. Обрадуется почте. Моя Надюха письмо прислала. А вы пока за газетами ходили, я успел прочитать. Абдусалом тоже получит от своей Гюльнары. Хорошо, когда есть кому писать, Юра. Это очень хорошо. А я Абдусалома плясать заставлю. А он мне станет плясать так.
Да, черт возьми, век живи, век учись. А ничего, Юра, у тебя еще все впереди, и ты еще себя покажешь. Служба дело серьезное, сам знаешь. А ты солдат хороший. В общем, я в тебя верю. Хлопцы, хватайте его! Держи его! Брио! Гони! Хватит стрелять из подтяжки! Швидше, хлопці, швидше! Гоните в лес! Оце добре. Ну что, старшина, чья взяла? Дурак. На что ты надеешься? Ведь вы же мертвецы. Значит, не желаешь отвечать на наши вопросы? Напрасно. Перед тобой ведь совесть украинского народа. Передо мной предатель народа и палачи. Подлюка! Москалям служишь, а не самостийной Украине! В Мюнхене ваша Украина. Но готовься к смерти. Ты ее заслужил. А ну заткнуть ему глотку! Люди, подумайте, что вы делаете! Еще не поздно! Как же так, лейтенант? Давно почты не было, товарищ майор. Почты. Ну что ты как в рот воды набрал? А что мне говорить? Я с ним огонь и воду прошел. Ты знаешь, кем он был для меня? Майор Сушенцов. Свиридов, Слушаю, товарищ генерал. это я вас слушаю. Застава переживает гибель Ковалева. О Леваде ничего не известно. Что предпринято? Вызвали 4 поисковые группы. Участок леса заблокирован ястребками и пограничниками. Занимайтесь лично и докладывайте. Есть, товарищ генерал. Захарин. Садись. Поскольку операция «Сокол» привязана к твоему участку границы,
Завтра в 21:00 в течение 10 минут открыть беспорядочный огонь. Ну а что объяснить людям, товарищ майор? Из Польши ожидается прорыв банды. Вы ее отпугиваете. Слушаюсь. Да, польская стражница информирована. Они тоже пошумят. Ясно, товарищ майор. Огонь! Надо поменьше маячить. Засветимся. Правильно, Мирон. Ну, вон, видите? Давай, уносим ноги. Дядя Максим! Дядя Максим! Чего ты? Что стряслось? Ну? Бандиты! Где? Вон там!